Привет! Сегодня мы отправимся в путешествие вдоль реки Чу, которая протекает между Кыргызстаном и Казахстаном. Чу – это важный источник воды для обеих стран. Она не только поддерживает сельское хозяйство, но и играет ключевую роль в жизни миллионов людей. Однако использование ее водных ресурсов – это сложная задача, которая требует сотрудничества между государствами. В этом видео мы расскажем о том, как река Чу помогает в сельском хозяйстве, какие проблемы связаны с распределением ее вод и почему важно сохранять ее экосистему. Река Чу начинается в горах Тянь-Шаня в Кыргызстане на высоте около 2500 метров. Ее путь пролегает через горы, равнины и даже пустыни. Общая длина реки – более 1000 километров, причем около 300 километров река течет вдоль границы между Кыргызстаном и Казахстаном. Чу питает крупные города, такие как Бишкек, и орошает сельскохозяйственные земли по обе стороны границы. Но, что интересно, в конце своего пути река теряется в пустыне Муюнкум, не достигая какого-либо моря или озера. Чу – это основа жизни для множества людей. Ее воды активно используются для орошения полей. В Кыргызстане река снабжает водой Чуйскую долину, один из самых плодородных регионов страны. Здесь выращивают пшеницу, овощи и фрукты. В Казахстане река помогает орошать засушливые земли на юге страны. Без реки Чу многие фермеры не смогли бы выращивать сельскохозяйственные культуры, что серьезно ударило бы по экономике региона. Одной из самых сложных задач является распределение воды реки Чу между Казахстаном и Кыргызстаном. Обе страны зависят от реки, особенно в летние месяцы, когда воды становится меньше. В советское время существовал централизованный план водораспределения, но с тех пор, как каждая страна стала самостоятельной, возникают конфликты по поводу того, кто и сколько воды может использовать. Кыргызстан находится выше по течению реки, поэтому имеет больше контроля над ее водами. Страна использует воду не только для полей, но и для производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. В Казахстане же река нужна больше для орошения полей. В последние годы страны договорились о совместном использовании воды, но проблемы все еще остаются. Кроме вопросов водораспределения, Чу сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Вода в реке загрязняется отходами предприятий и химикатами с полей. Это негативно влияет на качество воды и здоровье людей, а также на флору и фауну реки. Еще одна проблема – это засоление почв вдоль реки, особенно в Казахстане. Из-за неправильного орошения соли накапливаются в почве, что делает ее непригодной для сельского хозяйства. Это снижает урожайность и ухудшает жизнь фермеров. Чу – это трансграничная река, и ее воды должны использоваться справедливо обеими странами. Казахстан и Кыргызстан уже подписали несколько соглашений о совместном управлении водой и продолжают работать над тем, чтобы каждый получил свою долю воды. Это пример того, как важно международное сотрудничество, когда речь идет о природных ресурсах. Регулярные встречи и совместные проекты помогают улучшить управление водными ресурсами и предотвратить конфликты в будущем. Река Чу – это источник жизни для Казахстана и Кыргызстана, но чтобы она продолжала приносить пользу, необходимо сохранять ее экосистему и правильно распределять ее воды. Только так можно решить существующие проблемы и обеспечить будущее для людей, которые зависят от этой реки. Если вам интересно узнать больше о других реках Казахстана или проблемах водных ресурсов, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Спасибо за просмотр и до новых встреч!